Монстрс 2, я не хочу двойку в новом Крикместре. Честная вампирская, все будет летуче-мышно. Ула, сейчас поколдуем. Нужно все закончить в срок. Мы готовы на урок. Всем привет, с вами Бига. Сегодня мы распакуем стильную волчицу Клодин и ведьмочку Дракулауру из второй линейки базовых Monster High третьего поколения. Неужели компания Mattel прислушалась к комментариям коллекционеров? Образы новых монстряшек более готичные и такие модные, с кучей аксессуаров, видоизмененными питомцами и, конечно, заменили художника, и поэтому арты на коробках более гламурные и убийственно стильные. Коробки не потерпели никаких изменений, они все так же напоминают форму гробика. Есть логотип Monster High, красивые арты, имя персонажа, его символ. И на корешке мы также можем увидеть изобилие аксессуаров, которые мы встречали в образе базовых куколок. У Дракулауры это стильная обувь, телефон, зелье, летучие мышки. А у Клодин ее любимые стикеры. Это царапки, оборотни, полумесяц и, конечно же, подвеска с волшебным кулоном. Можно рассказать, как он усиливает инстинкты и позволяет мне превращаться в оборотня в любое время, а не только в полнолуние. Коллекция вторые базовые — это что-то вроде Schools Out из первого поколения. И если я сравню новую Клодин со своей старенькой, то мы видим, где была настоящая школа моды. Вот так изменилась волчица спустя 10 лет. Но эта Клодиша с меховыми рукавами на ее курточке мне нравится намного больше, чем в скромном комбинезончике. Также в эту серию вошли новые персонажи. Это Венера, на которой есть обзор на моем канале, Спектра и Кэти Нуар. Вы слышали? Прозвенел звонок. Пора отправиться на первый монстроурок. Ой, клыки мои, я опаздываю! С обратной стороны мы видим арты в полный рост. У Клодин очень красивая шевелюра. На нее запрыгнул миленький питомец полумесяц. Напоминаю, что в третьем поколении она Вервульф и наполовину человек. Но я очень хотела бы снова выглядеть как оборотень. Давайте приступим к распаковке. Хочу начать я с Клодин, а Дракулауру оставлю на десертик. У пижамной Клодиши были некачественные волосы из полипропилена. Простите, это все шерсть. Давайте посмотрим, качественные ли волосы у второй базовой. Открепляем блистерные клапаны на коробочке. Ау! Клодиша на свободе! Какой очаровательный полумесяц! Кстати, мне нравится, что каждый раз, когда они дублируют питомцев, они всегда нового молда. И этого полумесяца я считаю самым удачным, потому что он воет на луну. Очень красивый сиреневый волчонок с золотым ошейником. Мое любимое — аксессуары. Я похож на Клодин? Клокчательно! К тебе. Очки — отсылка к моей человечности. Аксессуары — это моя страсть. Если честно, купил из-за бутера, но он даже не вытаскивается из пакета. Облом. Полупрозрачный рюкзак с бирюзовой подвеской и со всеми стадиями луны. Положил аксессуарчики внутрь, посмотрите, какая красивая призрачная цепь. А сейчас пришло время открепить саму куколку. Mattel, ну есть же в коробке пустое место для подставки. Почему их нету? Ура, Клодин! Я рад, что ты сменила свою шевелюру во втором семестре. Посмотрите, какая она красавица. У нее очень пышные волосы. И, конечно, такой маленькая расческа, которая идет в комплекте, их не расчешешь. Это поможет сезонной линькой. Хоулин. У новой Клодиши волосы из сарана. Видно, что проведена работа над ошибками и даже заменили цвет. Кстати, эти рукава из искусственного меха на ощупь не такие мягкие, как я ожидал, но все равно смотрится эффектно. Кстати, руки с этими меховыми рукавами почти неподвижные. Все будет клыкчательно, Гулс! Я уже готова к началу нового семестра! Ах, шерсть и клок! Полумесяц сгрыз мою домашку! Что я скажу учителю? А может, у Дракулауры есть заклинание, которое вернет мое домашнее задание? На помощь прилетела кровесносная вампирша Ула. А я на стрессе захомячу свой полуночный сэндвич. Время ночи, пришел могилу чистить помочь. Никогда не стучитесь в закрытый гроб. На мое удивление, в ее коробочке для завтраков и вправду прорисованы снеки. И Дракулаура решила перекусить сладеньким. Дракулаура, а я знаю это заклинание. Это же зелье Potions, которое уменьшает вас до размера фигурок. Отлично. Обожаю тебя. Лайк поставь и подпишись, Дракулаура, появись.
Какая милая сладкая булочка! Посмотрите, как мило крылышки рюкзака становятся крылышками Дракулауры. Клодин, я уже лечу на помощь! Монстрес 2, я не хочу двойку в новом Крикместре. Честная вампирская, все будет летуче-мышно. Ула, Сейчас поколдуем. Нужно все закончить в срок. Мы готовы на урок. жуть удивительно! Клык даю, я твой должник! У меня самая классная прическа. Тебе нравятся мои волосы? Спасибо, завыла. Выше лапки, монстрики. Клодин – правитель оборотней, поэтому в ее больших волчьих ушках мы видим золотую сережку в форме полумесяца с воющим волком. В другом ушке серьга-кольцо. У второй базовой Клодин преимущественно каштановые волосы с фиолетовыми прядями. Они такие длинные, что я решил сделать понитейл, как у Клодин Schools Out. Спортивный топик с сиреневыми царапками, а сверху золотая цепочка с клыками и кулончиком полнолунным когтем, который превращает ее из оборотня в человека. Крутой школьный бомпер с монструозными нашивками и пушистыми рукавами из искусственного меха. Брюки капри с леопардовым принтом, как у мамы Клодин, Селены Вульф. Поверх капри золотой пояс с пряжкой в виде полумесяца. Сиреневые ботильоны на бирюзовой подошве с шипастым каблуком. На подошве царапины, ведь ее имя Клодин означает когти. Что это за маленькая собачонка с лиловыми коготочками? Кто это здесь маленькая? Пошли-ка отсюда, а то еще бешенство подхватим. Для занятий в школе монстров у Клодин есть портфель. На подвеске ключик, лапка и полумесяц. Полупрозрачный модный рюкзачок с шипами и лямками в виде цепей. К новому Крикместру Кло приготовила дневник, который раскладывается как папка, а внутри расцарапанный тетрадный лист. Большая спортивная бутылка с золотой крышечкой. Сытый оборотень, не кусачий оборотень. Ты когда-нибудь видела голодного оборотня? Конечно. Тебя я видела. Нет. На перекус полнолунный сэндвич в пакетике и волчий энергетический батончик. Рядом с Клодин на поводке всегда ее преданный домашний любимец полумесяц. Это сиреневый волчонок, который воет на луну. В моей коллекции это уже второй полумесяц. Также у Клодин, как и у первой базовой, есть золотые очечки. Дракулаура – президент школы, главная пугальщица и ведьма-вампир. Это кровесносная красотка с ног до головы в своем готическом черно-розовом вамп-стиле. Шляпы колдуньи из паутинки, как же я ждал Улу с этой шляпой из мультика. На щечке фирменное сердечко, на ресничках тьмуш, а на губах кроваво-красная помада. С собой на занятия она всегда берет вампирский блеск для губ. Кроваво-красный не ваш оттенок. В вампирских ушках сережки-гробики с сквозными сердечками. Розовый очаровательный портфель с крылышками и черненькой пышкой летучей мышкой. В таких солнцезащитных очках Ула ужас, летящий на крыльях ночи, ведь это розовые крылышки летучей мышки. Дракулаура носит графский воротник с сердечком, глянцевый розовый топ с прозрачными черными рукавами-буфами и латексную юбку с принтом паутинки, черные чулки и розовые ботильоны, как у Хаунд Кутюр, ремешки с символами Дракулауры и на черной подошве сердечки в паутине. Коробочка для обеда бента однопорционной упаковки еды. Бента сумочка с кавайной мордашкой и крылышками летучей мышки. Крышечка открывается и внутри прорисован обед нашей малышки. Вы же знаете, что вампирам противопоказан солнечный свет. Ау! Солнечный свет. Не люблю его. Поэтому у Дракулауры всегда под рукой SPF 5000. Я уже нанесла супер SPF 5000. Конечно же, у настоящей ведьмочки должна быть своя книга заклинаний. Волшебный манускрипт с заклинаниями Дракулауры. Ее питомец мыши-кот Граф Великолепный – это ведьмин фамильяр, который умеет трансформироваться. Ты можешь менять облик? Он выглядит устрашающе мило, как и всегда, со своим розовым бантиком. У каждой моей вампирши есть ее нянька-граф. Друзья, надеюсь, вам тоже понравились новые убийственно-стильные образы Клодин и Дракулауры. Напишите, кто ваша фаворитка. А еще у меня для вас хорошая новость. Я уже заказал Кэти Нуар 3-го поколения на обзор. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить на нее обзор.
Ох, монстряшки, я совсем забыл, мы же опаздываем на урок. Увидимся с вами в новых видео. Всем пока!